Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Ну и, конечно, ждете наших встреч с Павлом Щелиным, потому что вот прям в комментариях, а вот Павел выступил там, а вот здесь же, как же, нужно же, чтобы, скажем так, ничего не как бы прекращается. Все только продолжается. Павел Щелин на связи, известный политический философ прямо сейчас. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Павел, кажется, что мы подходим к некой черте, о которой в наших с вами беседах вы говорили. И всегда это выглядело как какие-то страхи, что там мир невозможен, потому что мир невозможен в принципе. И сейчас в этой стадии эскалации, которую мы наблюдаем, мы также вступаем в, ну, опять-таки, новую реальность. Уже вовсю звучат прогнозы, а вот дай бог, чтобы там к концу года что-то о чем-то договорились после военной кампании летней-осенней по теплу, по зеленке. А другие говорят, что вот смотрите, а как же меморандумы, они же не сочетаются между собой. Кит Келлог говорит, ждем вот российский меморандум, украинский есть. Украинцы сразу как бы так приосанившись говорят, мы впереди, мы больше хотим мира. Короче, мира хотят вроде как все, но дроны летят в еще большем количестве. Если подвести черту под вот этим всем бурным военным периодом, который мы наблюдаем прямо сейчас, вот в эти дни, вообще есть шанс на мир? Как вы бы ответили на этот вопрос? На данный момент нету. То есть, на мой взгляд, давайте так, на данный момент любые шансы на мир находятся в категории чуда. То есть это то, что аналитика предсказать не способна. Если мы находимся на позиции логосного анализа, то никаких шансов, разумеется, на мир нет. Потому что, как вы, в принципе, сами сказали, давайте просто отфиксируем. Минимальные позиции сторон несочетаемы. Я не читал тот меморандум, который передан был, вот, о котором заговорили сегодня, но я готов с высокой долей вероятности предположить, что там находится. В худшем, то есть в самом таком радикальном для Зеленского варианте это просто повторение формулы мира в том или ином виде. В самом, с украинской точки зрения, щедром это ЕС, НАТО, армия, мова мира, но так и быть согласно на заморозку. Что, в принципе, абсолютно не устраивает Россию. Минимальные позиции России повторяются из раза в раз. Да, они пока не выражены в меморандуме, но у нас нет никаких оснований полагать, что меморандум будет чем-то принципиально отличаться от того, что было сказано в Стамбуле, от того, что будет повторено далее. На этом фоне ведется активная пиар-деятельность всех участников. Вы упомянули пресловутую встречу, предложение встречи в Женеве, но это очередной пример вот такой пиар, скажем так, бессмысленной истории. Если вы помните, 2 недели назад или даже чуть меньше обсуждали в Ватикане, в Женеве. Понятно же, давайте прямо зафиксируем. Никаких мирных переговоров не будет не на нейтральной территории. Швейцария не является нейтральной страной в этом конфликте. Причем, ладно бы она не является только военной, то есть она оказала военную помощь Украине. Турция тоже оказывала военную помощь Украине, но Швейцария активно присоединилась к российским санкциям. Швейцария подписала статус Международного уголовного суда, пресловутая Гаага, и по любым критериям Швейцария была местом проведения форума Зеленского, уже все забыли год назад, а он, тем не менее, был. И суммируя это все, разумеется, Швейцария не является никаким рабочим местом для проведения встреч подобного масштаба. И тут скорее интересен не этот факт, а тот факт, что об этом говорит представитель, который как бы по долгу спецпредставитель по вопросам должен в таких вопросах разбираться. И тут у нас 2 варианта. Либо он искренне не разбирается, вот вообще, но это тогда вывод очень печальный относительно компетенции этого спецпредставителя. Либо он во всем разбирается, но намеренно говорит вещи, которые не имеют шансов на воплощение. И тогда вопрос, зачем это произносится, и тогда это вот произносится для того, чтобы поезд продолжал ехать. Вот примерно так и Куда все. он едет, Павел? Давайте как бы поразмышляем, потому что Главное, он дни... едет, конечно, в летнюю кампанию. Первая минимальная точка отсчета, которая хоть что-то продемонстрирует всем сторонам, это летняя кампания 25 года. Посмотрим.
То есть без нее вообще говорить о шансах ни на какие сущностные переговоры невозможно. Ну, я вообще не вижу этих шансов. Просто смотрите, тут тоже есть такой определенный момент, да? Оказывается, ну, сначала так сенсационно заявил Мерц о том, что дальнобой согласован. Причем он говорит с Германией, потом говорит Франция, Британия и США. А потом на следующий день выходит и так робко говорит, да нет, это я просто о том, что было согласовано 3 месяца назад. То есть мы видим, получается, нам проигрывается такая теневая сторона стратегирования. Вот что Да нет там интересно. стратегирования. Нет, это не стратегирование, на стратегирование это не тянет, это в лучшем случае какая-то попытки протянуть еще какое-то время, потому что с военной точки зрения эти ракеты не меняют обстановку дел на фронте. Единственное, что они могут сделать, можно сказать, спровоцировать применение какого-нибудь орешника по какому-нибудь немецкому военному заводу. Но это вот действительно мечта. Надо понимать, что мы с вами это обсуждали в воронку, что для украинской стороны и для части глобалистов единственный способ, как они видят, шанса на военный перелом конфликта прямое вовлечение Европы в войну в Украине. Но это, на мой взгляд, повторюсь, остается на данный момент не реалистичным сценарием, потому что, повторюсь, Европе нужно, чтобы украинцы умирали за их интересы, но самим умирать на этом поле под фабами увольте. Но разговоры ведутся, просто очередной пример безответственных рассуждений. Собственно, вот эта вся история, как вы ее описали, она очень показательное, то, что опять произносятся очень многие слова, все радуются, произносят заголовки, а потом, ой, вы меня не так поняли. Ну, вот оно будет вот в таком вот ключе продолжаться. То есть примерно делаться будет то, что и будет делаться. Потенциала для радикальной эскалации у украинской стороны нет. Вот это надо понимать. Ну, то есть украинская сторона может продолжать делать то, что она делала предыдущие 3 года, по большей части. Она может попытаться массированным налетом на беспилотников последними ракетами атаковать какую-нибудь атомную станцию, какую-нибудь плотину, какой-нибудь хладокомбинат. Ну, то есть, по сути, совершить акт промышленного терроризма. Но на положение дел на поле боя это не играет. Если играет, то только вот в том паттерне, как мы видели последнюю неделю. То есть сначала где-то 5 дней украинское общественное мнение радуется вместе с европейским. Вот посмотрите, москвичи по 20 часов сидят в своих аэропортах, потом 3 дня наносятся ракетные удары по военным объектам, и здесь важно отметить, по военным объектам Киева и Украины в целом, которым украинское ПВО мало что может противопоставить. Но вот в этом паттерне оно и будет продолжаться по нарастающей. Чем более, скажем так, амбициозные цели поставит перед собой украинское руководство по поражению целей внутри России, тем более масштабный будет вот тот удар, который будет наносить Российская Федерация в ответ. При этом события на фронте будут двигаться вот в том ключе, в котором они двигаются, скорее всего, последние, скажем так, последние месяцы. Ну, то есть, как мы не знаем, разумеется, папочек нам не приносят, Год но уже если мы говорю. понимаем вот это... Ну, смотрите, с Авдеевки все началось. Ну, вот примерно. Год. То есть, даже там чуть больше. То есть, примерно, если так брать вот эту, такими мазками широкую аналитику военную, то вот как с Авдеевки пошли, и вот так, в принципе, вот такое малые котлы, продвижение вперед, только тут единственная разница, что Курская область как отыгралась, что нельзя уже не признать присутствие российских военных в ряде населенных пунктов Сумской области. Нет, это мы сказали. Нет, не то, что мы сказали, это мы предупреждали, когда еще первая была Сумская область, мы говорили то, что цена у этого будет дополнительные, то есть очень четкая Россия действует последовательно, этого будет очень большой территориальный эквивалент цены. Это вот пресловутая демилитаризационная зона. Это тоже теперь часть российских требований, которые она, скорее всего, будет пытаться всеми силами обеспечить. Сейчас, собственно, давайте просто зафиксируем на данный момент для нас, людей без папочек и без хрустальных шаров, это, да как и для всех, это главная неопределенность.
И именно эта, кстати, неопределенность не дает в том числе возможность состояться переговорам. Мы не знаем, насколько Российская Федерация способна в этой летней кампании продвинуться к реализации поставленных целей военным путем. Тут надо понимать, сделать важную оговорку, то, что летней кампании для Российской Федерации это не заканчивается, потому что, если потребуется, она готова и 21 год преследовать эти цели, как, опять-таки, было сказано по итогам стамбульских переговоров. Это тактика войны на истощение. Мы с вами, я это говорил в других эфирах, это та самая квантовая сейчас неопределенная величина. Мы понимаем, что при продолжении текущего тренда, да, то есть при продолжении тех процессов, которые идут сейчас, рано или поздно наберется критическая масса изменений, и качество украинской пехоты, украинской линии, украинского фронта приведет к его надлому и обрушению. Если будут происходить то, что происходит сейчас сущностно, то рано или поздно это произойдет. Проблема в том, что никто не знает, когда именно. Это может произойти в июне, это может произойти в ноябре, это может произойти через год, это может произойти через 2 года. Никто не знает. То есть, если кто-то вам скажет, я вот знаю, что завтра, послезавтра, через неделю, никто не знает. Там уже самые разные военные аналитики дают самые разные прогнозы, там разные оценки. Этого я, повторюсь, знать не могу. Я понимаю, что стратегически это вот та тактика, которая избрана, она свои плоды приносит, как маленькие, как маленькие, большие. То есть, в принципе, как вы правильно заметили, с Авдеевки вот этот фронт продвинулся сильно. По меркам этой войны фронт продвинулся очень сильно. Это вот то говорят, что какая-то там, знаете, стратегический тупик, пауза. Не вижу я этого стратегического тупика и не вижу пауз. Я вижу отсутствие так называемых больших стрелочек, которые очень хорошо, знаете, рисовать в СМИ и которые всех приводят в состояние публики диванной нашей в некое возбуждение, но к военной стратегии, уж простите, эмоции диванных генералов имеют мало отношения. А с военной точки зрения она вот таким образом продвигается. Другое дело, то, что ради реализации дипломатических задач, в том числе и ускорения, российское руководство может решить ускорить процесс. Любое ускорение процессов – это интенсификация боевых действий. Павел, в таких рамках, если описывать происходящее, то все равно возникает главный сущностный вопрос, да? А зачем это все? Вот вы так отвергли стратегирование Запада. Не знаю, пускай зрители наши, да, в комментариях они оценят, справедливо или несправедливо. Потому что есть вообще другая аналитика, да, там геополитические, который Запад, который всю жизнь воевал, Европа, Нет, это одно другому нет. Давайте, которая всегда мечтала разбить Россию и разбить ее на части. Простите, дорогой Александр, простите, я тогда скорректирую. Разумеется, в этом смысле стратегирование есть, и план это вечное противопостояние, вопрос, чей Рим, и, разумеется, никакого мира между этими цивилизационными субъектами быть не может. В этом смысле, конечно, стратегирование есть. Я имел в виду военное стратегирование. Чисто военное стратегирование по поведению на поле боя. Вот здесь стратегирование отсутствует, потому что, любое качественное изменение потребует огромного времени, кстати, можете сказать, наверное, это самое близкое к тому, что они пришли. То есть нам нужно выиграть время, пусть украинцы продолжают воевать, тормозя российскую армию, мы за это время, лет за X перестроим нашу экономику, и вот тогда мы уже будем готовы вжарить, условно. Но это вот такая упрощенная версия этой стратегии. Я просто конкретно, когда я думал о стратегии, вы имели в виду на поле боя. Вот на поле боя конкретного украинского фронта стратегии нет. Это вот единственное, что я пытался отметить. Все, просто важно. Я просто если рассматривать европейскую стратегию, такую глобальную, то сегодня много есть разговоров о стратегии России. Причем здесь несколько таких факторов, они, в принципе, вплетаются в какую-то косу исторических каких-то задач и видения дальнейшей судьбы, в том числе Украины. Я сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Значит, у нас есть заявление ряда представителей, в том числе Госдумы, есть Соболев, который говорит о том, что, смотрите, все закончится союзным государством России, Украины и Беларуси. Но тут же мы берем эту мысль, эту как идею, да, о том, что вот смотрите, союзное государство. Но тут возникает очень много вопросов.
какая Украина войдет в союзное государство, если то, что сейчас россияне отбирают и куда заходят, они присоединяют. То есть есть, скажем так, как это модно сейчас говорить, оккупированные российские территории по российской конституции, да, коим принадлежат полностью Херсонская, полностью Запорожская, Донецкая, Луганская области, Крым, он за скобками, мы понимаем тоже, Крым. Значит, в Стамбуле... С украинской точки зрения, да. Смотрите, тут сразу вплетается канва исторических земель, и вот тут возникает вопрос. Вот то, что мы называем буферной зоной, то, что мы видим сейчас в эти дни, в Сумской области, говорят военные возле Харьковской области, получается, что механика этих действий следующая. Да? Какой-то буфер, который назовут Украиной, и который войдет в это союзное государство. Если проводить вот эту линию, как тогда растолковывать вот эту стратегию, что все закончится, когда будет союзное государство 3 республик? Первый важный комментарий. Разумеется, я не знаю, что имел конкретно в виду депутат. И здесь я рассуждаю... Поэтому давайте мой анализ не будем приписывать ему на всякий случай. Всегда нужно делать эти дисклеймеры. Теперь, как я вижу общую, скажем так, картину вашего вопроса. Она действительно имеет отношение к принципиальной проблеме, которая лежит в сердце этого конфликта, что никакое украинское государство не может не быть антироссией. Вот это принципиальная его проблема. Украина не Россия, Украина антироссия. Это ее базовый сценарий. Это, опять-таки, не моя придумка. Мы берем любого украинского националиста, начиная с 19 века, потом 20 века, 90-е годы. Они этого не скрывают. У них искренне, скажем так, есть понимание, что ради создания Украины придется пожертвовать очень многим, и единственный путь создания Украины – это ее, повторюсь, бытие антироссийское. То есть надо выбирать либо нечто на этой территории, либо дружественная Россия, либо, но тогда не украинская, либо украинская, но тогда вот оно будет в состоянии антироссии. Они делают понятный предсказуемый выбор со всеми причитающимися жертвами, которые надо принести на алтарь этого божества, идола, но, соответственно, этот выбор происходит. Проблема, тем не менее, это не сменяет. Россия слишком долго пыталась сама опытным путем поверить, что возможно нейтральная, спокойная Украина на ее границами. Вот сейчас опытным путем, видимо, пришли, что невозможно. И тогда мы уходим в несколько больших исторических процессов, главным из которых для нас, конечно, будет 17 век. Вот вы упоминаете территории, да, самые разные, и разные статусы этих территорий. Вот если мы пофантазируем, это чисто моя фантазия, то, что с российской точки зрения историосовски могло бы войти на правах условной Беларуси в состав вот этого союзного государства, я думаю, это было бы то, что в 17 веке называлось бы что-то типа гетьманщины, или вот то, что называется исторически Малороссия. Малороссия – это примерно 10 областей вокруг Киева, которые не включаются в все земли юга, то есть потому что эти земли являются землями Новороссии, которые в 17 веке вообще были диким полем. Это территория имперского освоения. И если вы откроете физическую карту Украины, вы, в принципе, видите, что там эта граница идет более-менее по лесостепи. Там вот есть такая граница лесостепи, она же линия Субтельного. В общем, юг, скорее всего, тогда в рамках этого сценария Россия интегрирует напрямую, как территории имперского освоения. Также это территории прямого имперского освоения, скорее всего, Россия будет относить те территории, которые были построены в рамках строительства засечных черт. Условно говоря, Белгород и Харьков основаны русским государством, московским, в рамках одного исторического процесса. Это были так называемые засечные черты, при помощи которых московское государство двигалось в сторону Дикого поля. И это как раз и есть те самые примерно 100, наверное, если вот исторически смотреть, примерно 100 километров вот в тех территориях от Брянска до Белгорода, вот 100 километров вглубь, это и есть будут примерно те территории, которые были вот еще одним регионом, так называемая Слободская Украина. А вот то, что остается, это как раз исторически
И, скажем так, если конструировать новый миф союзного государства, можно переучредить, назвать Малороссией и примерно на правах Беларуси ввести в союзное государство. То есть, если стратегически российское государство пойдет по этому пути, то, скорее всего, оно приведет именно к этой позиции. То есть, я еще раз уточню. Это не то, что они планируют, и это не то, что я считаю должно происходить. Я считаю то, что просто это будет самым вероятным сценарием на длинной дистанции при сохранении текущих водных. Длинная дистанция – это сколько? Ну, вот если оценивать современность и скорость. А вот это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Но я думаю, это горизонт до 10 лет. Примерно. До 10 лет. Но, опять, очень большая промежуток. Может быть, сильно быстрее, может сильно ускориться. Тут очень много водных, которые мы знать не можем. Просто они не определены. Здесь просто еще давайте важную вещь подчеркну. Какой сильный ход может сделать Россия, а это на самом деле самое главное. То, что не обсуждается в контексте всего этого разговора про СССР, да, все смеются, то есть не понимая то, что на самом деле при всех его, скажем так, даже, как это бы сказала современная культура, миметичности, да, на мемы хорошо разделывается, в нем есть один скрытый важный элемент, который, давайте по-честному скажем, может быть серьезно привлекателен населению этой многострадальной земли. И этот момент заключается в следующем. Сегодня украинцам, населению Украины, можно правильно сказать, населению земель Украины в Украине не принадлежит ничего. Это чисто территория колониального освоения. Там, не знаю, заводов нет, порты британские, что-то продано американцам, так до конца и не знаем, кому что принадлежит. Земельные реестры закрыты. Кому какие фонды принадлежит даже земля, мы не знаем. Одно мы знаем точно, украинцам не принадлежит ничего. Вот это мы примерно знаем однозначно. Вот этот пресловутый анекдотический шаг с СССР, помимо прочего, позволяет при желании. Опять-таки, поймите, не так важно, насколько это в реальности, важно, насколько это открывает то самое окно Овертона, но открывает окно возможностей. Так вот это, скажем так, движение в этом направлении позволяет, помимо прочего, сделать очень интересный ход. Оно позволяет отменить все сделки по собственности. Вообще все. Понимаете? И перезаключить, передоговариваться, либо вернуть землю, допустим, ту же самую землю, которая по Конституции Украины должна была бы принадлежать украинцам ради вот этого вековечной мечтки о садке вишневом коло хаты. Вот здесь Российская Федерация очень четко может разделить, против кого у нее война. То есть у нее война против религии украинства, у нее война против тех, кто попрал веру, и у нее война против украинского олигархата, который был, условно говоря, заказчиком всей этой истории в рамках этого мифа, в рамках этой истории. Вот это на самом деле самое плодотворное потенциальное зерно во всем вот этом разговоре, который ведется. Я напомню то, что в России не так громко, это важно. То есть Россия вообще в пиар не любит. Но если вы посмотрите на количество сделок... Вот опять, очень часто говорят, знаете, тоже с больших трибун. России нужна новая приватизация. И это говорится. А делается национализация. Если вы посмотрите, очень много вопросов о собственности в последние годы в России стали пересматриваться. Тихо, без особого пиара. Вот эта линия во всей этой истории про СССР и заявление Кобякова может быть самое плодотворное, может быть самое интересное, может быть самое скрытое и самое на данный момент незамеченное. И это как раз позволит, давайте так, если эта линия будет дан ей ход, то он может ускорить вот тот процесс пересборки, который, скажем так, я описывал в предыдущем сценарии, потому что тогда очень понятно помимо цивилизационного предложения, допустим, ладно, украинцам цивилизационное предложение может быть не очень интересно, но банальное предложение вернуть им землю, которой у них нет, это предложение может быть гораздо более с практической точки зрения понятно. Слушайте, получается, что мы приходим, простите за такие параллели, да, они, может быть, не совсем корректны, мы приходим к Ленину, декрет о земле, декрет о мире.
Ну, с миром, вот повторюсь, с миром не получится, потому что тогда, смотрите, с миром почему не получается? Разница. Ленинский декрет о мире был по логике к межгосударственным образованием, да? А если эта логика... Кстати, важное последствие, которое я не упомянул, вот эта вся разговор об СССР, он автоматически, опять-таки, если следовать этой логике, переводит нынешний конфликт между Россией и Украиной в конфликт не межгосударственный, а внутригосударственный. Понимаете? А внутренний государственный конфликт, там принципиально не работает вот эта логика мира. Но вот вопрос о земле, он вот заработает гораздо лучше. То есть вопрос о мире внутри вряд ли возможно, потому что тогда это наше внутреннее дело, и мы должны договориться сами, безо всяких Трампов, Макронов, Шольцев, посредников, Эрдоганов и прочих. То есть это тогда внутреннее дело. И вообще, простите, все эти международные санкции, ООН тоже уходят за скобки. Но вопрос о земле, он здесь тогда становится действительно ключевым. Да, я думаю, то, что вопрос о земле может стать к осени очень важным вопросом. Я на полном серьезе так полагаю. Павел, если мы предположим, что, вот вы говорите, к осени станет этот вопрос. Хорошо. Может стать. Может стать этот вопрос. Вероятности. Но так есть гораздо большая вероятность, то, о чем вы сказали выше, это дальнейшая эскалация. А одно другому не противоречит. Противоречит в каком смысле? Смотрите, мы не слышим, чтобы на оккупированных территориях раздавали землю. Это понятно, да. Собственность, землю. Это большие проблемы. Это большие проблемы. Да, смотрите, здесь очень интересный момент. Так я же говорю, это не то, что есть сейчас, вы абсолютно правы, а это то, что может стать, простите, и высказывание, которое мы обсуждаем, оно произошло тоже относительно недавно. И дело тут не в высказывании, а дело тут в пресловутой эволюции взглядов российского начальства на вообще разрешение этого конфликта. Я напомню, что согласно первому Стамбулу, который мы обсуждали, там, повторюсь, очень жесткие политические требования и военно-политические требования к Украине как государству. Да, де-факто Украине предполагался ограниченный суверенитет в военных вопросах, это правда, но при этом это был прежде всего межгосударственный договор. То есть российское начальство серьезно полагало, что это будет все-таки, что оно имеет дело с государством и предполагало государственную логику. И поэтому, разумеется, она не эскалировала никакие процессы, которые, опять, если мы как два государства общаемся друг с другом, тогда мы признаем преемственность даже в том числе и сделок. Это важный момент. А вот опытным путем, судя по всему, за 3 года постепенно украинское начальство или украинская шляхта, или там украинский кагал, называйте уже как хотите. Очень сложно подобрать это, потому что это не Сейм, конечно, и не казацкий круг, но это точно не государственное образование, то есть кагал, там, я не знаю, Верховный Совет жрецов. Смогли так и убедить, судя по всему, российское руководство, российское начальство, что вопрос решать придется, хоть им это очень не хочется. Вот это главное нужно тоже, мне кажется, понимаете, это такое самосбывающееся пророчество. Украинские националисты так боялись, что Россия придет и все у них отберет, что они это пророчество воплотили в жизнь. Они физически не оставили России никакого иного выбора, кроме как решать этот вопрос. Потому что, опять-таки, никакое государственное образование нигде не может терпеть на своих границах это образование. Условно говоря, если бы Мексика строила свою идентичность как анти-США, США бы хотела бы оно, не хотела бы оно, любила бы оно, не любила бы оно мексиканцев, пришлось бы решать этот вопрос. И это исторический закон. Нравится он вам это или не нравится, он есть. Так вот, возвращаясь к вашему изначальному вопросу. Я думаю, что вы абсолютно правы смотрите, что оно не происходит сейчас. Оно происходит очень ограниченно. То есть оно только, допустим, собственность Порошенко, собственность Зеленского отдельно, очень сложно по юридическим документам процедуры были национализированы. Сейчас, собственно, в этом контексте речь про эту нормовую правотивную базу, она тем и актуальна, что
До сих пор такой базы не было. Но в строгом смысле, повторюсь, Россия не воспринимала, не могла воспринимать сделки. И то есть, если она признает украинскую независимость в контексте 91 года и потом преемственность, то те сделки, которые были заключены, являются действительными сделками, и она не может просто так взять их отменить. Не забывайте то, что вот у российского руководства есть определенная любовь к юриспруденции, назовем это так. То есть они действительно следят за такими параметрами. То есть нужен какой-то рубиконовское решение или какой-то принципиальный правовой механизм, который создает, повторюсь, основания легитимные, юридические для, прецедентного массового такого решения. Пока этого прецедента не было. Я говорю с вами о том, что может быть, если будет движение по этому вектору. Мы же даже не знаем то, что оно будет. Военное движение будет в любом случае. Второе мы гарантировать не можем, а военное движение мы гарантировать, к сожалению, нам придется. Не потому, что мы такие злобные, а просто потому, что, опять-таки, 3 года показали то, что единственный аргумент, который со скрипом слышат контрагенты России, это страх. То есть пока Россия не продемонстрирует, что она страшная, мощная, сильная, ее бояться придется, с ней в принципе разговаривать не будут. И Почему? это Вот почему потому что так? не люди. Нет, подождите. Это вы прям отдельный там блок в нашем каком-то эфире, вот этому посвящали. Но тут же другой момент. Где вот эта грань между соревнованием идей, подходов, да, там каких-то, той же самой кооперации? Потому что мы же видим, что Трамп по отношению к России, он видит выгоду в дальнейшем. Это об этом все говорят. То есть разработки, там, ресурсы, энергоресурсы, даже эти пресловутые эти редкоземы, понимаете? Да. То есть даже в этом отношении. То есть материальная вроде как основа для рождения какой-то приемлемой идеи, перекрывающей проект антивраждебность, условно, там, Европы, поглотившую там восточную часть Европы, да, фронтиры, вот эта вся, да, глобальная история. То есть, смотрите, в чем вопрос. Получается, что Россия не предложила той идеи, на которую Запад мог бы согласиться, в формировании дальнейшей общности. Можно, Нет. конечно, хулить, смотрите, можно хулить там всяких Урсул фон дер Ляйен и еврокомиссаров, да, за их, скажем так, позицию. Но если попытаться развернуть, почему неприемлемо то, что предлагает Россия? А Россия что-то предлагает в отношении, скажем, будущей общности не на границах, имеется в виду там Украина, Россия, а на границах там западный мир европейский и Россия. Смотрите, вы здесь просто немножко базой материалом не владеете. Россия 20 лет это предлагала. Постоянно. Постоянные проекты Путина, по Медведева, большая Европа, от Лиссабона до Владивостока. Это все большая, вообще европейский вектор, как основной вектор европейской политики. Все АБСЕ, это наследие Хельсинского всего. Нет, это все предлагало, просто это Европе не интересно. Европа принципиально никогда не будет разговаривать с Россией с уважением на равных. Это ее принципиальная позиция. Она согласна разговаривать с Россией на правах учителя, на правах господина, на правах источника, а вы копия, вы симулякр, и смотрите, пожалуйста, и прислушивайтесь. Но сотрудничать по-честному, по-настоящему, разумеется, Европа с Россией не будет. Это противоречит ее цивилизационной природе. Россия для Европы – это конституирующий другой. То есть Европа-то только хорошо и существует относительно вот этого страшного другого, как единое образование. Поэтому, разумеется, здесь ничего такого не будет. Как раз для России это же огромный трагизм для российской элиты, признание того, что это вот этой единой общей европейской мечты не получится. Они же искренне ее хотели где-то 25 лет. Вот они, даже если брать последний период, так гораздо больше, начиная там с петровских времен. Нет. Это, в принципе, наверное, одно из больших тоже макрособытий, которое происходит за последние годы. Это закрытие России от Европы и Европы от России. Взаимное.
То есть очень важно то, что вот это закрытие происходит. Россия не Запад, и Запад не может быть Западом. И это, как это, знаете, Запад, вот по Киплингу, Запад есть Запад, Восток есть Восток, им вместе им не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господний суд. Вот это примерно про отношения России теперь и Европы. Тут нет этого пути. А если говорить о Трампе, да, то здесь как раз есть большой фундаментальный вопрос, который к Трампу, к его политике, к его администрации. Если Трамп позиционирует США как часть Запада, то тогда из США Россия никогда не договорится. Единственный шанс для вот всех тех экономик, проектов, сделок, о которых так много говорится, и сотрудничества между Россией и США, которое может быть плодотворным, если смотреть на там экономические основания, технологические основания. Есть много чего, то, что действительно было бы полезно. Так вот, единственное условие, когда это может произойти, это если США откажутся от роли Запада и выберут другую, свою собственное цивилизационное основание, которое у них есть. Просто у США есть два выбора всегда тоже. Они могут быть либо тем, либо тем. Они могут быть либо частью Запада, либо они могут быть отдельной цивилизацией нового света, нового мира. Вот с цивилизацией Америки как новый мир России есть о чем договариваться. Но тогда все вопросы конфликта между Россией и Западом, включая Украину, это не дело нового мира. Да? Тогда не вмешивайся в этот конфликт. И вот здесь тот самый выбор, который, вот видите, но это вот эту, простите, биполярность, давайте так это сформулируем, чтобы не говорить грубее, мы наблюдаем каждый день в Твиттере. У нас сегодня так, завтра так. Вот этот разброд и шатание между двумя этими позициями происходит в течение 24 часов в диаметрально противоположном направлении. Собственно, непонятно, когда это закончится, непонятно вообще, будет ли какой-либо выбор, но, на мой взгляд, здесь как? Как я понимаю позицию российского руководства по этому вопросу, в том числе США, они как бы спокойно уже относятся ко всем вот этим эмоциональным проявлениям в Твиттере. Их это, в принципе, устраивает, пока особой деятельности, скажем так, не происходит. Ну, условно, знаете, чем бы дитя не тешилось. Ну, нравится человеку в Твиттере писать, пусть пишет. Главное, там, то, что, допустим, пока не происходит дополнительных вливаний больших американских, скажем так, в этот конфликт. Но рано или поздно, тут надо понимать, рано или поздно перед Америкой этот вопрос встанет. Потому что вот тот, скажем так, план А Трампа, он явно не работает. Давайте прямо скажем, что у нас уже, по-моему, ну не 150, почти 150 дней. Меньше, конечно, но почти 150 дней, если считать от его инаугурации. И уж больше, чем 150, если считать от победы сильно на выборах. И вот его изначальный план, я просто приду из любви ко мне, все просто стороны выполнят, что я хочу, оно так не работает. А стратегии нет, потому что действительно позиции сторон не поддаются вот этой бизнес-сделке. Политика не есть бизнес-сделка. Она работает по другим законам, в ней решаются предельные вопросы. И, соответственно, то, что этот план не работает, ну, администрации надо либо вырабатывать новое, либо принимать главное решение, которое они не хотят. Одно из главных решений, которое может быть здесь принято, вы здесь абсолютно правы, это списать все на Европу. Но это надо списать все на Европу по-настоящему. То есть списать все на Европу, это значит действительно прекратить помощь, вывести, прекратить вообще, скажем так, постоянно акцентировать внимание на этом вопросе. А не получается. Вместо этого мы видим то, что, ну, вот это то, что мы, опять-таки, мы с вами говорили еще полгода назад про это. То, что если будет серьезно попытка сделать вот этот peace through strength, мир через силу, он ничем не закончится. То есть он просто приведет к провалу. То есть как бы... И на самом деле вот этот провал, мы будем его наблюдать в прямом эфире. Потому что главная эта история в том, что тот мирный план, который хотят предложить США, скорее всего, предлагают США, он не интересен, я повторюсь, ни Украине, ни России. В этом-то суть. То, что он не интересен обоим сторонам, он не решает проблемы ни для одной из сторон, а силой, и вот это главный принципиальный момент. Давайте повторим то, что мы увидели за 150 дней. Силы продавить свой план не в адрес России, но даже в адрес Украины у США нет. Вот это самое большое открытие. Ну, то есть, смотрите, мы с вами это говорили о том, что
Трамп не в состоянии отдать приказ Зеленскому, Трамп не в состоянии отдать приказ украинским войскам сложить оружие, Трамп не в состоянии дать приказ Европе перестать поддерживать Украину. Он в состоянии только вывести американскую поддержку. Вывод американской поддержки, да, приведет к поражению, ускорит поражение Украине на длинном этапе, но это не одномоментное действие, в строгом смысле оно ничего не гарантирует для Трампа. Напротив, вся демократическая пресса будет ему говорить о том, что ты устроил Афганистан, посмотри на кровь украинских детей, она на твоих руках, и вот это будет история твиттерная продолжаться. А с Россией, Россия говорит очень просто: дорогой Дони, мы готовы с тобой сотрудничать, вот у нас вот такая папка совместных проектов, вот наши под нее условия, июнь 2024 года. И тут выясняется, что Трамп, может быть, он бы искренне, ему было бы все равно на июнь 2024 года, но огромной части его администрации не все равно, таким как Рубио, Келлог и прочее, а уволить он их тоже не может. Ну, то есть, опять-таки, понимаете, проблема американской администрации, это складывается такое ощущение, что у Виткофа одна дипломатическая линия, у Рубио, Келлога совершенно другая дипломатическая линия, как будто у нас 3 администрации в одной, каждый свою дипломатию проводит. Так фундаментальные мирные переговоры не делаются. Вот это принципиальный момент. И вот так мы оказываемся вот в этой трагикомической, больше, конечно, с акцентом на трагизм ситуации, ну, из которой особого выхода нет. Павел, а не плевать сейчас на кровь? Детей, взрослых, Кому? какая разница? Ну, вообще миру. Ну, вот вы так понимаете, в чем дело? Вы когда вот говорите о противостоянии... Мы это наблюдаем, кстати, последние... Да. Сколько там, 150 дней, как леща за лещом отвешивает западная пресса, ну, Трампу непосредственно. Причем делают это красиво, тонко или в лоб вот так прямо. И это касается не только Украины, да, и Ближнего Востока, и Ирана, и других там китайских моментов взаимоотношений, да, Китая и Америки. Опять-таки, это тема золотого купола сейчас такая, да, вот как раздражитель, там, космические войска, вот это все. То есть, и Китай против, и Россия там сегодня против высказалась. И пресса это все подхватывает, раскручивает. Но тяжелое и достаточно серьезное умозаключение приходит, что вот не решается ничего уже через трагедию. Ну, вот это мы наблюдаем в момент усиления атак, ну, последние дни, да, это мы наблюдаем в момент, в общем, в принципе, только там, вот вы даже пробросили это, да, аргументируя там предыдущий, позапрошлом вопросе, да, говорите, ну, взорвет там какой-нибудь там химзавод, что-нибудь там пыхнет, что-нибудь там чего-то будет, но стратегически это ничего не поменяет. Нет. Почему? Не поменяет. Ну, а почему оно должно менять? Потому что пафос – это, ну, только в украинском, скажем так, менталитете пафос и эмоция является главной при принятии политического решения. Политика – это прежде всего про логос. Ну, то, что сегодня мы имеем в идеале, должно быть про этос, ну уж как есть то, что есть. Но это логос. Давайте прямо скажем, я вам грубую вещь скажу. Последние 80 лет конфликты по всему миру. Там, я не знаю, вас сильно волновал геноцид какого-нибудь Хутси и Туту? Или геноцид в Южном Дарфуре? А там погибло гораздо больше мирного населения. Я повторюсь, нынешняя война между Россией и Украиной при всех личных, индивидуальных трагедиях, страшных абсолютно, и вот мы видим огромные, скажем так, свидетельства тех трагедий, которые, например, произошли в Курской области, то есть из последнего, где пострадало мирное население. При всех этих конкретных страшных вещах, которым каждая из сторон будет силой пытаться взять свое в ответ за это единственная большая современная война, в которой такая пропорция военных потерь к гражданским потерям. То есть, повторюсь, потери военных в десятки, наверное, раз больше, чем потери гражданского населения. Это первая такая война за последние лет 80. И это говорит о том, что ну, эта война точно не война про вот это, знаете, такое пафосное. Если мы в сухом остатке смотрим, то что это не война, в которой воюют условно два вот таких злобных, не знаю, геноцидальных, скажем так, проекта, которые намеренно просто стремятся истреблять население. Так вот, ну, по крайней мере, Россия точно так не воюет. Как происходит война, когда у вас есть полное безразличие к гражданским жертвам? Вот, можете в Газе посмотреть. Вот в Газе можно посмотреть, как такая война проходит. И там совершенно другая потеря. И там происходит совершенно другая пропорция потерь.
Это вот просто факт. Причем в обе стороны, да, условно говоря, когда 7 октября Хамас атаковал Израиль, тоже пропорция потерь военного и гражданского населения была абсолютно обратная. То есть вот так проходят войны такого типа. Но заметьте, это кого-то от чего-то остановило? Нет, не остановило и не остановит. Потому что есть обстоятельства непреодолимой силы, которые, хочешь не хочешь, а решать придется. Ну, например, вы говорите, как бы это все остановить? Ну вот гениальный план Трампа, который якобы за мир. Но вот если верить вот этому, опять-таки, тем, прости господи, инсайдам, которые нам пишут, по этому плану должно получиться что? Что Зеленский должен потерять всю власть и вообще все прочее, а Россия должна получить под Богом, вооруженное до зубов, образование с идеологией антироссия. Как вы думаете, это допустимый, приемлемый сценарий для одной из сторон? Нет, Ну, недопустимый. погодите. И, разумеется... Штаты вообще молчат по поводу власти Зеленского. Он там был диктатором один раз, и то в написанном Твиттере. То есть даже, возможно, без смены режима. То есть вот и что это? То есть абсолютно это неприемлемое, скажем так, условие, которые точно, знаете ли, из-за статей Нью-Йорк Таймс остановлены не будут. Нет. Мы вошли, я думаю, мы выходим все-таки постепенно из эпохи вот этой доминирования медиа-среды над политическими решениями. Возвращение той самой реал-политик, да, когда все-таки, когда речь идет о политике, сначала какие-то четко измеримые, понятные интересы логические, а вот гуманитарный, не то что гуманитарный, а вот эмоциональный аспект вот этого медиа-манипуляции уходит на второй план. По крайней мере, я вижу постепенно движение в эту сторону, но опять-таки, сколько время займет это движение, мы не знаем. Такой достаточно... Ну, в общем, тема очень важная на самом деле. Но начать я ее хочу с... Ну, понятно, да? Нет социологии во время войны, забудьте, переверните, уберите. Однако ее публикуют, тиражируют, понятно, чтобы создать внутренний определенный фон. Значит, Центр Разумкова подробно, ну, как они говорят, подробно опросили русскоязычных граждан в Украине. 82% из числа украинцев, в быту говорящих преимущественно на русском, выразили негативное отношение к России. Всего, по данным опроса, в Украине русский язык сегодня использует, внимание, 11% граждан. К цифрам, ну, есть большой скепсис, безусловно. Зная даже то, простите, пожалуйста, что там, Зеленский, Буданов там, с этими оговорками, то есть это, ну, косвенно, все понимают. Я вам другую вещь скажу, Александр, вы свои эфиры на каком языке ведете? Ну, это важный момент. То есть есть просто сравнение популярности русскоязычного контента в украинском медиаполе и украиноязычного контента в украинском медиаполе. Да, простите, задавайте вопрос, но, честно скажу, цифры выглядят как... Ну, это... Не очень соответствует. Нет, это, смотрите, это цифры, которые выглядят... Тут мой вопрос даже не про несоответствие, поймите. Мой вопрос о русскоязычных украинцах. Понимаете? Вот это же... Я вспоминаю, сколько это, лет 20 назад, что ли, было. Помните, там разбился на мотоцикле, был тоже известный популярный ведущий Доренко. Да, Доренко. А тогда раньше были там включали друг с другом, то есть это было нормально. У нас там в России была свобода слова, да, Савика Шустера, потом она в Украину переехала, была там мода на российских ведущих в Украине. Ну, то есть то все стремились покорить Москву, даже Зеленский покорял Москву в своем там предыдущем воплощении, да, как актера, продюсера и шоумена. Ну, то есть все как-то вот стремились в Москву, и это все постоянно как-то жило. И вот Доренко когда-то говорит: ребята, тот язык, на котором вы говорите, это не русский язык. Ну и вот тогда как бы, да, вот в процессе, ну, скажем так, вот этих дискуссий, тогда это все казалось, ну, каким-то, чем-то таким, ну, таким своеобразным, конечно, спором. Но сейчас-то, если оглянуться назад, мы тоже можем просчитать, что это был тот же кирпичик в этой стене, которую сейчас строят в Украине. Стене, в том числе, основана и на
языке, да, как государственном, как бы таком фундаменте вот этого вот образования или какого-то другого образования, которое куда-то стремится в сторону Европы. Как вы думаете, язык как идентификатор личности, принадлежности к тому или другому государству, насколько рабочая, в принципе, история? Потому что, судя по тому, что происходит в Украине, тут безобразие и ужас, не хочу даже примеры приводить, вам тоже попадается, вы тоже, конечно. конфликты и все остальное. Кажется, что это вот прям что-то такое, прям нечто важное. Хотя вот за границей вообще все равно всем. Ну, смотрите, дело, конечно, я пропущу очень много таких моментов, но давайте прямо скажем. Разумеется, язык в данном вопросе является вопросом не сколько государственной, а цивилизационной принадлежности. Разумеется, что с точки зрения украинского проекта такого феномена, как русскоязычный украинец, быть не должно. И если те, кто называют себя русскоязычные украинцы, они себя обманывают. Причем обманывают в обе стороны. К сожалению, такой исторической опции для них нет. Либо им нужно стать украиноязычными украинцами и принять то, что вот и на них развесили, и тогда служить этому украинскому государству, но либо им придется отказаться от своей связи и политической идентичности с этим государством и осознать себя как часть большого цивилизационного русского проекта, в том числе, вот мы там отсылали формы отсылки, какие его могут быть воплощения разные, там вот Малороссия как союзное государство, допустим. Вот это два реальных выбора, которые история предлагает сегодня этим людям. Это трагический выбор. Было ли это неизбежным? Вопрос отдельный, вопрос дискуссионный. Но в силу движения того, в силу того, что вот это, опять-таки, то, что украинское государство основано на украинском национализме, и другим это украинское государство быть не может, оно может быть другим государством, но тогда оно не будет другим украинским государством. Вот в этом его противоречие. Это движение было неизбежно. И именно поэтому, так казалось бы, эти там 3% самых говорливых населений как бы раз за разом продавливают всю свою волю. Да потому что их воля находится в резонансе с тем священным, самым важным, вокруг которого эта политическая целостность и собрана. По-другому не получается. И вот эта позиция русскоязычного украинца на данный момент, она является скорее такой, знаете, там есть разные варианты. Иногда это просто элементарно шок от войны. То есть, знаете, когда у тебя идет шок войны, ты не будешь размышлять об этих сложных феноменах. Многие будут, многие не будут. И это может быть позиция промежуточная. Своей природе. Точнее, это может быть позиция привычки. Да, то есть всю жизнь, а вот уже мои дети пусть будут только на украинском говорить. Но самое главное нам понять с философской точки зрения, это позиция промежуточная. Там либо в одну сторону, либо в другую. Люди свободно делают любой из этих выборов. Но вот слушая вашу аргументацию, получается, что невозможно отдельного независимого государства Украина русскоязычного. Нет. Если Украина, то не русскоязычная. Да. Малороссия может быть, Украина нет. В этом разница. То есть тут вот название является очень важным, потому что если у вас государство называется Украина, то тогда ее, повторюсь, самая важная сакральная идентичность, вокруг которой она собирается, это и есть украинский. Вот, язык, культура и далее по списку. И тогда это мононациональный... Это тогда вектор, да, движение, точка притяжения, вот это унификация и мононационализация. Условно говоря, назвали государство Венгрии, значит, оно будет государством прежде всего венгров. Да, то есть как бы оно будет туда двигаться. Назвали Польша, это будет государство поляков. Да, и заметьте, насколько они гомогенизированы. Вот это маленькие украинские такие вот, опять-таки, это не украинские национальные государства. Это это неизбежный вектор, так оно не получается. Здесь, смотрите, опять-таки, исторически, как получилось то, что получилось. Границы 91 года, население 91 года, промышленность 91 года и прочее, это все было в контексте уникального образования, называется Украинская Советская Социалистическая Республика. Вот там Украинская Советская Социалистическая Республика, все эти ингредиенты нужны вместе, чтобы удерживать эту территорию. И это население, и тот его состав.
Понимаете, да? Если вы от него убираете, то оно начинает распадаться и двигаться более другим историческим органичным формам. Другие эти исторические органические формы, вот я вас увожу в 17... Ну, часть из них это сразу мы уходим в 17 век, а часть из них вообще в проект более свежий, ну, проект вообще украинского национального... То есть, если можно говорить о зачатках, ну, к некой такой, знаете, малоросской общности в 17 век, да, то есть, то вот в строгом смысле украинская политическая общность, она вообще плод, простите, интеллектуалов 19 века. Не австрийского гештаба, а интеллектуалов. Это был общий процесс развития национализма в Восточной Европе, длинная, скажем так, история там. Ну, опять, она, в принципе, идет по единым лекалам. И вот этот проект, он действительно по своей природе анти, потому что он неизбежно станет вопрос, то, что если мы такие же, скажем так, если мы часть русской культуры, русской цивилизации, а если мы говорим на русском языке, то как-то оно, очевидно, мы какое-то отношение к этому имеем, то мы можем быть особенными, но мы не можем быть анти. Понимаете, в чем? Вот, допустим, вы можем быть со своей уникальной... Ну, так вам скажут, что, условно, вологодцы тоже особенные в отношении, или там, новгородцы особенные в отношении Петербурга и наоборот. То есть различие в... Но это различие более низкого уровня, да? То есть особенность — это различие более низкого уровня. Анти — это различие по самому высокому контуру, по контуру отношению к предельному, к самому важному. И тогда это получается вот эта история, что действительно то, что вы описали в своем вопросе, прям такая историческая неизбежность, и это тот самый выбор, который, ну, собственно, сейчас приходится проходить, повторюсь, населению многострадальной земли. Это очень многострадальная земля. Это мы с вами обсуждали, помните, много раз еще полгода назад, ну, давайте вспомним снова, цитировали Тараса Бульбу. Вот это все тот же самый сюжет. Он никуда не девается. Если Панночка, то так. Если Остап, то так. Если Тарас, то так. И это выбор. То есть главное это здесь подчеркнуть, что у людей есть выбор. Тут просто нужно быть, наверное, честным с тем, между чем и чем ты выбор делаешь. Вот позиция русскоязычный украинец, так скажем, позиция русскоязычный политический украинец – это позиция отказа от выбора. То есть это попытка отложить выбор, это попытка сделать вид, что, ну, выбор-то делать по-настоящему не надо, да как-нибудь оно пропетляет. Выбор придется делать. Ну, и финальный вопрос нашей сегодняшней встречи. Есть о чем задуматься, и, кстати, есть с чем поспорить. Я всех призываю в комментариях спорить, высказываться. Это всегда очень важно. Patreon, телеграм-канал и YouTube-канал Павла Щелина к вашим услугам в описании к этому видео. У нас мы подходим к черте, когда... Ну, там пару дней осталось, да? Некоторые даже прогнозировали, что именно сегодня, да, там Украинская Православная Церковь уйдет в раскол. Ну, то есть, не то, что даже в раскол, а в подполье. Есть уже, кстати... Подполье, да. Есть еще такая очень интересная мысль, которую там в публичном пространстве человек из Рады Потураев такой есть. Тоже вот парадокс, конечно, вот все равно цепляется одно за другое. Русскоязычный человек со своей историей, многие там знают его, да, ну, в общем, говорит нечто следующее. Значит, надо внимательно проверять, а кто ходит в эти домашние храмы, ну, когда там, да, переход силовой, полусиловой, административный состоялся из храма. Да захват, прямо ну, говорить. захват, да. Короче, кто из захваченных храмов люди пошли, ну, в каких-то, уже сейчас это есть, в каких-то таких малых помещениях, ну, новых помещениях, да, там молятся и собираются. Вот их надо как бы сдавать в СБУ, и чтобы они немножко как бы вот проверяли, проредили эту категорию людей, мол, враги государственности. Церковь украинская православная, тоже получается, что ты, ну, вот на таком промежуточном этапе находишься, если являешься прихожанином Украинской Православной Церкви. Типа выбирай или РПЦ, или вот эта вот Государственная Церковь ПЦУ. Тоже получается по той же логике с языком или нет? По той же логике. По той же логике. То есть, либо и здесь вопрос даже более, скажем так, острый стоит. Потому что, конечно, вот эти церковные отношения, церковное единство, это и есть та самая главная кровь, главная жила, главная живая нить
вот всех этих цивилизационных процессов. И, разумеется, и, разумеется, вот эта связь между русской церковью и ее, скажем так, украинской частью, ее украинской, скажем так, той ее частью, которая жила в Украине, она и есть та глубинная связь, проверенная там кровью мучеников и святых, и общими, скажем так, лишениями и общими победами, назовем это так. И вот эта позиция, то, что сейчас происходит, опять-таки, внутри украинского государства с Украинской православной церковью, это вот тут мы видим движение тоже непреодолимых исторических обстоятельств. Иерархи Украинской православной церкви делают все то, даже им, допустим, внутри Украинской православной церкви есть довольно много критики на тему того, что уже давно делают слишком много того, чего даже делать не стоит, но, скажем так, нет такой, скажем так, лояльности, которую иерархи Украинской православной церкви не показали украинскому государству, чтобы снять, все, скажем так, попытаться легитимные, назовем так, поводы для своего преследования политические. А все равно ее преследуются. И вот здесь мы, скорее всего, будем двигаться по тому этапу, то, что если и будет вот эта закваска того, то, что мы обсуждали в начале, некого вот этого союзного малоросского государственного, скажем так, образования, то пойти оно может только из вот этой, скажем так, лона, из глубины церковного движения. Только оттуда. Но пойти на это решение церковь сможет только будучи поставленной в крайние обстоятельства, испив эту чашу до дна. А ее прихожанам, конечно, придется будет делать... Сейчас, простите, договорю. Оно рядом. Мы не знаем до конца, понимаете? Это вот в Писании есть такая фраза «мера беззакония». Вот эти меры, они есть, но мы их не знаем. Это вот по-честному вам никто не скажет. Мы не можем это все извешивать в граммах. Или помните сюжет с Содомом и Гоморрой, да? Сколько нужно праведников, чтобы помиловать город. То есть мы видим по рассказу, что какая-то мера есть, и рано или поздно эта мера может исполниться, и тогда уже город не будет помилован. Но мы не знаем вот это в количественных измерениях, сколько именно, когда именно. Поэтому вот эти временные сроки в этих вопросах, если кто их знает, то это знают там святые, прозорливцы. Поэтому это к таким людям. Здесь анализ, скажем так, от философский отступает и перестает быть сильным. Но то, что этот момент наступит, мне кажется, это для нас становится очевидным, и тогда вопрос станет очень много перед теми людьми, которые на фронте. Ты все-таки за кого воюешь? За какую церковь ты воюешь? За какую веру ты воюешь? Как уверуешь? Во что веруешь? Ради чего кровь проливаешь? Все вот эти вопросы встанут. И вот когда они встанут, тогда тот катарсис, о котором мы говорили, он тогда, я думаю, и произойдет на том глубинном уровне, который мы ожидаем. Знаете, катарсис. Тут вот в Черкасах мужики во дворе вышли и прогнали ТЦКшников. Хорошо прогнали. Это признаки, да. Это признаки, оно же по нарастающей. На следующий день. Слушайте, я такое только в кино видел. Кино или, кстати, в российских роликах, сюжетах, да, где там какого-то предателя пытаются изловить. Значит, Черкасы, полиция, все в амуниции, там 10 лбов условно, да, там, залетают в квартиру, вяжут. Это же понятно, чтобы неповадно было. Никому. Конечно. Режим Смотрите, мы поэтому, когда говорят, допустим, проблемы с мобилизацией на фронте, да, мы же прямо с вами говорим, есть просто внутренняя шляхта, которая огромные силовые структуры, ТЦКшники, полиция, которая приближена к Галу. Разумеется, эти на фронт не поедут, даже если фронт обваливаться будут. То есть они скорее разойдутся скорее каждый из них атаманом в своей области станет, чем поедет на фронт. Поэтому, разумеется, мобилизация будет продолжаться. Нет, и здесь нет никаких сомнений, что если, скажем так, не будет быстрого вот этого катарсисационного слома, а будет его медленное движение, то в жертву вот этому идолу украинства его жрецы принесут всех, до кого руки дотянутся, и детей, и женщин, и стариков. То есть это мы к осени тогда это уже увидим. Это неизбежная логика. Это будет логика неизбежная. А чтобы это было возможным, да, разумеется, вот это будет группа неприкосновенной, повторюсь, шляхта такая. И
питпанки, ну, это, опять-таки, исторически понятный пример, вооруженные, то есть, ну, кто такой питпанок? Такой дворовый слуга с оружием в привилегированном положении, который имеет вот гарантию личной безопасности от своего пана. Ну, вот Украина уже, в принципе, по этой модели формулируется, и, насколько я понимаю, поправьте меня, может быть, я ошибаюсь, в принципе-то численность вот этих внутренних питпанков и внутренней шляхты, ну, сравнима с численностью вооруженных сил. Ну, опять-таки, сравнима не значит равна, но там условно составляет то ли треть от нее, вот что-то вот такого порядок цифр. То есть это большие цифры. И, разумеется, это и есть та самая опора режима. Кстати, это очень важно. Именно эти люди позволяют Зеленскому обладать негативным суверенитетом с тем же самым Трампом, который живет в параллельной реальности. Вот пока мы спишем, он с вами сегодня выписал Твиттер очередной из параллельной реальности, в которой он там Путина спасает. То, что как бы если бы не он, то с Путиным было бы все очень-очень плохо. То, что Путин... Ну, в общем, понимаете, да, человек утром мир спас, послезавтра еще сделал. Зеленский на это смотрит и понимает. У человека 7 пятниц на неделе, человек говорит много, к предельному решению не способен, а тут надо дать должное. Я, как бы, разумеется, я не молюсь тому идолу, который молится Зеленский. Прости, дай Боже. Но вот это нельзя не сказать того, то, что Зеленский своему идолу молится по-настоящему. И кагал его. И жертвы они ему приносят по-настоящему. И вот эта жертва, она дает ему гораздо больше вот этого ресурса, чем Трампу со всем его, казалось бы, безграничными возможностями и большими словами, которые ничего не доделывает до конца и не делает по-настоящему. Ну, а Россия там своя история. То есть вот это то, что так мы закольцовываем к тому, с чем мы начинали. Тяжелое время, тяжелое лето. Что, скажем, нашим уважаемым зрителям, да то же самое. Во всех таких обстоятельствах надеяться можно, то есть на князей сыны человеческие надеяться бессмысленно, и надеяться можно только на то, что вечное, на то, что настоящее, на того, кто любовь, и на тех, кого вы любите вокруг вас. Этого я вам и пожелаю. Павел Щелин был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо, друзья, дорогой Александр. Благодарю всех, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света, несмотря ни на что.